Привет, друзья! В этом ролике пойдет речь о первом грузовике, который работал на дровах. Этот уникальный грузовик НАМИ-012 появился в далеком 1949 году, когда люди еще хорошо помнили те суровые тяжелые военные времена, когда шоферам приходилось выполнять свои задачи в тылу и на фронте при нехватке бензина. А вот дров и угля было в достатке. И тогда конструкторы из НАМИ поставили перед собой такой вопрос: а можно ли создать паровой автомобиль, работающий на дровах? Ведь были в те времена уже паровозы, и они ведь работали на угле и на дровах. Подобную задачу в то время никто и никогда еще не ставил. И специалисты из НАМИ взяли за это новое, неизведанное дело. За основу будущего парового грузовика решили взять ЯАЗ-200. Автомобили оборудовали паросиловой установкой, которая состояла из водотрубчатого котла с паровой машинонарного расширения и двойного действия. Количество цилиндров парового двигателя 3. Рабочий объем 4590 см кубических. Мощность составляла 100 лошадиных сил. Паропродуктивность котла составляла 600 кг пара в час при давлении 25 атмосфер в час. Топливом всего парового агрегата служили дрова, расход которых составлял 350-450 кг на 100 км. Такие автомобили могли обеспечить безотходное производство, так как лесорубов в стране хватало. Да и кочегар автомобилю был не нужен. Дрова опускались в топку под собственным весом по мере сгорания предыдущих. По заявленным характеристикам конструкторов, силовой агрегат должен разгонять машину до 40-45 км в час. Здесь учитываются вес и самой машины, и вес силового агрегата с дровами, который составлял 14,5 тонн. Из-за громоздкости паросиловой установки решили установить трехместную кабину над передним мостом, а за ней должен находиться само машинное отделение с паросиловой установкой. За машинным отделением был установлен топливный бункер и грузовая платформа. Справа в машинном отделении отвели место для 200-литрового водяного бака и конденсатора, за которым располагалась вспомогательная паровая турбина с осевым вентилятором для обдува конденсатора и топочной воздуходувкой. Там же находился электродвигатель для вращения воздуходувки при розжиге котла. Все оборудование для наблюдения и обслуживания было размещено слева. Доступ к местам обслуживания обеспечивали дверцы и жалюзи машинного отделения. Редуктор имел прямую и понижающую передачу. Сцепление использовали ведомые нажимные диски автомобиля ЯАЗ-200. Управление автомобилем хоть и было идентично ЯАЗ-200, но требовало от водителя спецподготовки. Удачное размещение поверхностного нагрева и хорошая организация топочного процесса позволяли эффективно использовать горючее. Испытания НАМИ-012, проведенные в 1950 году, показали хорошие результаты. По динамике машина не уступает и даже превосходит дизельный ЯАЗ-200. Прототип автомобиля был готов в 1948 году, а в 1949 году был готов и первый экземпляр грузовика. Также преимущество у парового автомобиля перед бензиновыми было в том, что при эксплуатации на лесозаготовках снижение стоимости перевозки за единицу груза составляло 10%. Основное внимание, которое требовалось при уходе за машиной, это следить за уровнем воды в котле и вовремя его регулировать. Краны были прямо у сидения водителя, покидать кабину для этого не требовалось. Но не обошлось, как всегда, и без минусов. Это перегруз передней оси, когда машина ехала пустой, из-за чего ухудшалась видимость, а также большой расход дров и каждодневный слив и залив огромного количества воды, если стоят морозы. Но несмотря на это, в 1953 году был построен второй полноприводный образец НАМИ-018. Внешне он отличался, как и первый экземпляр НАМИ-012, от прототипа более скругленными кабинами. С передка исчез массивный хромированный молдинг с клювом. Это был полноценный лесовоз, который не уступал наиболее мощному лесовозу того времени – МАЗу-501. У НАМИ-018 была своя особенность. Если задние колеса начинали буксовать, то передние колеса начинали грести. Но как ни печально, но эти уникальные в своем роде машины постигла печальная участь. В этом же самом 1953 году умер Сталин. Лагеря ГУЛАГа, для которых эта машина предназначалась, со временем начали пустеть.
партия сменила курс. Советская промышленность стала отдавать необходимое количество нефтепродуктов, и надобность в машинах, работающих на альтернативных видах топлива, отпала. Судьба опытных образцов нами 012 и 018 тоже печальна. Их постигла грустная участь. Они погибли, так и не став даже музейным экспонатом. Остались только фотографии этих уникальных паровых машин. И первый в мире грузовой автомобиль, работающий на дровах, стал последним автомобилем такого рода, так как никто и никогда больше подобных машин не делал. И если мой ролик вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также приветствуются ваши комментарии под видео. Желаю всего хорошего, пока-пока.